Всем привет! Как мы помним, флагманы компании OnePlus выходили в начале весны каждого года. Но на этот раз все будет совсем по-другому. Дело в том, что на днях сам генеральный директор OnePlus Пит Лао подтвердил, что флагманский смартфон OnePlus 10 Pro будет анонсирован 4 января. То есть совсем-совсем скоро. Следовательно, мы должны получить смартфон на 3-4 месяца раньше, чем обычно. Что очень порадовало многочисленных фанатов, а также простых пользователей. Почти каждый день в сети появляются новые рендеры данного флагмана. OnePlus 10 Pro выйдет в 4 цветах: фиолетовом, зеленым, черным и серым. Про дизайн гаджета, который многократно подтверждался многочисленными инсайдерами, то есть с большей долей вероятности смартфон будет выглядеть именно так. Сказать ничего не могу. Кому-то он нравится, кому-то нет. Также, что немаловажно, смартфон OnePlus 10 Pro был замечен в тесте производительности Geekbench. При этом его результаты оказались явно не рекордными. Итак, телефон набрал всего 976 баллов в однопоточном тесте и 3469 баллов при использовании всех ядер. Это, скажем прямо, не совсем хороший результат, учитывая, что предшественники OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro набрали примерно 1100 в однопоточном и 3600 при использовании всех ядер. Но есть предположение, что причина таких оценок заключается в том, что компания OnePlus еще не оптимизировала новый смартфон. Возможно, в тесте использовался не финальный образец смартфона, потому что сегодня известны практически все технические характеристики данного зверя, и они удивляют. Основные фишки его — это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, защита от пыли и воды IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч, AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, основная камера на 48 и 50 мегапикселей. Ну, конечно же, цена всего 719 евро. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, OnePlus 10 Pro будет оснащен отличным 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED дисплеем с разрешением 2К и высокой частотой обновления 120 Гц. Что немаловажно, экран будет LTPO. Это позволит нам наслаждаться динамической частотой обновления от минимальной 10 Гц до максимальной 120 Гц, что является большим плюсом. Напоминаю, LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид и относится к особому типу технологии, применяемой в OLED-дисплеях. В вырезе в верхнем левом углу экрана разместят 32-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков. А теперь о самом главном. Это цена: 719 и 919 евро в зависимости от конфигурации. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог, я воспользуюсь подбором по параметрам. 919 евро, это плюс-минус 78 тысяч рублей. Давайте возьмем цену до 80. И мы знаем, что в этой конфигурации OnePlus 10 Pro получил целых 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, всего лишь 7 моделей. Это Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Sony Xperia 1 Mark III, Asus ROG Phone 5, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Note 10 Plus — это старичок, и Galaxy Z Fold 2 — это совсем другой смартфон. На мой взгляд, основной конкурент OnePlus 10 Pro, как ни странно, это Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Как вы видите, стоимость данного смартфона составляет 88 тысяч. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя можете что-то отметить. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео.
Стоит отметить, что устройство получило отличную оперативную память LPDDR5 8 или 12 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%, а это очень даже неплохо. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Проще говоря, в спящем режиме ваш смартфон будет разряжаться медленнее почти в 2 раза, что является, конечно же, большим плюсом. Своей флеш-памяти будет целых 256 гигабайт. UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Также ожидается, что он будет соответствовать степени защиты IP68, то есть смартфон полностью защищен от пыли и от проникновения воды при полном погружении на глубину более 1 метра. Следовательно, такое устройство можно даже брать с собой в бассейн. В основной камере ожидается использование 48-мегапиксельного основного датчика, что интересно, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля и 8-мегапиксельного модуля с поддержкой трехкратного оптического зума. Смартфон OnePlus 10 Pro получит мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Мы получим трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex A710 трудится на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1.79 ГГц. Платформа получит графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображений Spectre 680. Ожидается, что при тестировании в AnTuTu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. На телефоне будет установлена специальная оболочка ColorOS 12 поверх операционной системы Android 12 из коробки, что является большим плюсом. Смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и быструю беспроводную зарядку 50 Вт. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом OnePlus удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. Мы получаем действительно стоящие продукты. Действительно, флагманы от OnePlus всегда были очень и очень неплохими смартфонами в мире. И это очень хорошо, потому что есть конкуренция, потому что данный смартфон может легко конкурировать с брендами Samsung, Apple, Huawei и так далее. И это очень круто. Уже с каждым годом OnePlus оптимизирует свою оболочку, и все выглядит на достаточно хорошем уровне. А OnePlus 10 Pro действительно заслуживает внимания. Во-первых, мы получим отличный AMOLED-экран LTPO с разрешением 2К. Во-вторых, мы получим отличный процессор Snapdragon 8 Gen 1. В-третьих, мы получим основную камеру, которая действительно заслуживает внимания. Даже может она поместиться в рейтинге DxOMark. Ну что же, ждем данный смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.